Всем привет! Вы на канале Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком и просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и вот прям сразу поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать! В этом ролике мы научимся вязать вот такую полую резинку. Вяжется она супер просто и быстро. Выглядит она с двух сторон одинаково, как два полотна, связанных лицевой гладью и расположенных изнаночной стороной вовнутрь. Если мы сейчас с вами спустим петли со спицы, то вязание очень похоже на кармашек. Для вязания вам понадобится пряжа, из которой вы вяжете изделие, и спицы, подходящие вашей пряже. Но есть одна рекомендация. Если вы вяжете лицевую гладь одним номером спиц и уже переходите к вязанию полой резинки, то для полой резинки рекомендуется взять спицы меньшего размера. Итак, приступаем к вязанию. Для резинки нам нужно набрать четное количество петель. Я для образца наберу 20 петель плюс 2 петли для кромочных. Набирать петли я буду классическим способом. Итак, 22 петли я набрала для образца. Теперь переходим к вязанию первого ряда. Раппорт нашего узора составляет 2 ряда в высоту. Итак, первую кромочную петлю мы снимаем. Следующую петлю провязываем лицевой. Следующую петлю снимаем, нить перед работой. Следующую снова провязываем лицевой. Следующую петлю снимаем, нить перед работой. И так с вами мы продолжаем чередовать до конца ряда. Предпоследняя петля. Снимаю нить перед работой и последняя кромочная изнаночной. Первый ряд мы с вами провязали, разворачиваем вязание. Второй ряд и все последующие ряды. Первую кромочную петлю мы снимаем. Затем те петли, которые мы снимали в прошлый раз, сейчас мы их будем провязывать лицевой, а те, что провязывали, будем снимать нить перед работой. Или объясню еще проще. Видим, следующая петля у нас лицевая. Вот здесь это видно. Мы ее провязываем лицевой. Следующая петелька, вот мы видим, она изнаночная. Мы ее снимаем, нить перед работой. Лицевая. Снимаем, нить перед работой. Лицевая. Снимаем, нить перед работой. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда.
И вот мы с вами дошли уже до конца ряда практически. Предпоследнюю петельку я снимаю нить перед работой. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. Итак, мы продолжаем с вами вязать до необходимой вам высоты. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!